Что произойдет этим летом в твоей жизни? Выбирай свой вариант. Это будет первый, это будет второй. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, что у вас резонировало в общем раскладе. И открываем первый вариант. Итак, девятка чаш. Единички, что в вашей жизни произойдет до конца этого лета? Что вам принесет лето? Так, ну смотрите, во-первых, первое, на что хочется обратить внимание, это, конечно же, туз мечей. Это лето принесет единички вам какое-то разрушение того, что себя изжило. Рыцарь Пентаклей, семерка жезлов. Это может касаться вашей работы, это может касаться ваших отношений. Сюда входят не только личные отношения. Это может быть отношения с друзьями, с приятелями, с коллегами. Расклад общий, поэтому каждый из вас сейчас думайте о ваших насущных проблемах, то есть людях, которые вам уже надоели, люди, которые вам выносят мозг, и вы уже хотите с ними попрощаться. Так вот, как раз первый вариант про то, что до конца лета эти отношения себя изживут. И единички смогут эти отношения закончить для собственного благополучия. То есть девятка чаш – это про то, что закончится в вашей жизни этим летом, вот именно в отношениях с какими-то ненужными для вас людьми, это вам даст облегчение. Поэтому у кого-то это будут ненужные абьюзивные отношения, у кого-то это будут, например, увольнение с работы, и вы выдохнете, потому что поймете, что, слава богу, наконец-то я ушел с этой работы, и смотрите, какая прелесть, аркан колесница, двойка мечей. Значит, повторюсь, расклад общий, поэтому это может быть совершенно в разных сферах жизни. Это действительно может быть как облегчение, что наконец-то вы уволитесь с ненавистной работы. Вы можете съехать, например, от своих родственников, которых вы не любите. Вы можете съехать от какого-то хозяина квартиры, с которым у вас давно уже скандалы, и вы наконец-то выдохнете, потому что найдете новое место для проживания. То есть вот то, что себя изжило, этим летом наконец-то из жизни единичек уйдет. Так, дальше. Аркан мир и двойка жезлов. Значит, это новое начало, и с учетом, что сигнификатор девятка чаш, у единичек новое начало может привести к какому-то крутому повороту в вашей жизни. Тройка мечей. Ну, это уже точно личные отношения. То есть единички тут будьте аккуратны, потому что тройка мечей может приносить занятых партнеров. Это может быть замужняя женщина, это может быть женатый мужчина, смотря кто меня смотрит, мужчины или женщины. Это может быть партнер, который до сих пор не вышел в голове от своих бывших отношений. То есть человек вроде как свободен, но сердцем до сих пор занят. Поэтому карты говорят, что это лето принесет тем из вас, кто сейчас находится в поиске. Да, женщинам, смотрите, тут вообще аркан император выпадает. Для мужчин тут выпадает королева мечей. То есть это лето принесет вам долгожданные отношения, но будьте аккуратны, потому что человек может быть с подвохом. Верховная жрица – это всегда про какие-то тайны, про какие-то подвохи. Это когда человек может оказаться с каким-то скелетом в шкафу. Человек женат, женщина замужем, человек может вам говорить, что там мы не спим вместе, мы не живем вместе, но по факту разводиться здесь человек не захочет. Поэтому отношения будут, но с каким-то подвохом. Поэтому смотрите в оба. Для тех, кто сейчас планирует куда-то уезжать, у вас есть такая возможность, аркан колесница говорит, что вам это удастся. То есть вы сможете куда-то выехать, куда-то поехать. То есть ваши планы на поездку в этом году себя оправдают. То есть лето вам эту поездку принесет. Так, это у нас был первый вариант, мы переходим ко второму варианту. И здесь сигнификатор шестерка чаш. Так, что вам принесет двойки? Это лето, каким оно для вас будет?
Ну, двойки тут у нас будут работать. Смотрите, сколько у нас тут работы, пентаклей. Лето прям вот такое для вас горячее. Значит, расклад общий, поэтому смотря, что у кого происходит на сейчас. Те из вас, кто ищут работу, вы найдете работу, причем гораздо лучше, чем та, которая у вас была до этого. Те из вас, кто хотел открыть что-то свое, ну, как бы здесь есть, конечно, сложности. Здесь про то, что однозначно, да, и смотрите, аркан суд, однозначно здесь для двоек совет не отступать, несмотря ни на какие сложности. То есть зависит все от того, насколько двоечка хочет чего-то конкретного. То есть если двойка давно мечтала про фриланс, будет сложно. Карты говорят, что будет очень сложно, но возможно. То есть до конца лета двойки должны тут уже разрулить вот эту свою финансовую проблему, страх перед началом. Да, смотрите, какие сложные карты выпадают. То есть, видимо, двойки уже давно либо хотят работать на себя, но не получалось, была куча каких-то проблем, либо вам ничего не нравилось, если вы хотите на кого-то работать, и вы увольнялись, уходили, постоянно вам что-то не нравилось. Да, вы найдете эту работу, но она может быть очень сложная. Это может быть, знаете как, оно по душе, но либо очень какой-то дикий график работы, либо может быть вот как очень высокий порог ответственности, и двойки здесь будут к этому не готовы. Поэтому здесь совет для двоек. Ну, несите ответственность за то, что вы просили у Вселенной. Вам дадут ту работу, о которой вы мечтали, но там будет очень большая ответственность, и там будет очень большая занятость, загруженность. Если же вы хотели работать на себя, то это лето вам даст такую возможность, но опять же таки мало не покажется. Но, как говорится, не нойте. Что просили, то и получите. Так, для кого здесь интересна личная жизнь? Смотрите, аркан влюбленная. Влюбленность тут точно будет, но чем она у вас закончится, вот тут смотрите, потому что это может быть какой вариант? Это может быть вариант, что вы познакомитесь с человеком, который кроме вас будет рассматривать еще кого-то, и вы там будете не одна, там будет еще какая-то у вас соперница. Это может быть какая-то бывшая, которая до сих пор не отстала от этого мужчины, и вам придется ставить этого мужчину перед фактом, или я, или она. В любом случае, двойки. Здесь нужно будет отстаивать свою личную позицию, потому что если вы поведетесь и примете позицию номер 2, что есть еще кто-то, кто главнее, чем вы, ну то есть мужчина будет выбирать ту женщину, а не вас, и вас будут ставить в известность, что еще кто-то есть, там потерпи, подожди, то лучше в эти отношения не вступать, потому что эти отношения могут затянуться на очень длительный период и могут принести очень много боли. Поэтому тут все зависит от вашей самооценки. Если сможете себя отстоять и не побояться потерять этого мужчину, то, в принципе, эти отношения могут быть и принесут вам даже счастье. Но если самооценка не очень, и вы дадите вот эту слабинку, то тогда просто останетесь в любовницах, либо останетесь номером 2 в жизни этого мужчины. Вот и выбирайте. На этом все. У кого срезонировало, отпишите, что срезонировало. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч. Пока.